Доброго всем! Сегодня у нас ГБЦ Kia Sorento 2,5 литра 2004 года. Ставится эта головка на целый ряд автомобилей Hyundai и Kia. Сегодня мы расскажем вам о типичной болезни этих головок. История данной же головки такова. На столичное СТО приехала машина, предположительно мотористы решили, что пробила прокладку. Сдернули головку и дальше разбираться не стали. Поэтому никто никуда не отправлял ГБЦ на ревизию, дефектовку, опрессовку, в общем проверку. Ограничились лишь фрезеровкой поверхности. Хотя большая часть клиентов, по рекомендации мотористов, все же отправляет головку самостоятельно или через все тех же мотористов в сервис для оценки ее работоспособности. Либо же сами мастера СТО вскрывают ее и смотрят по износам, по возможным проблемам. А любой ремонт и дефектовка ГБЦ всегда начинается с опрессовки. Конечно, это происходит при нормальном подходе к ремонту. По словам владельца авто, он не силен в ремонте двигателя и говорит, что если бы ему сказали о необходимости проверить головку, он бы не стал возражать. А так выброшенное время, а главное деньги, плюс отсутствие транспорта, который необходим по работе, конечно же шокировало автовладельца. Головку Kia мотористы после фрезеровки вновь поставили на двигатель. К сожалению, машина, можно сказать, что называется, приехала, не поехала. Клиент был сильно недоволен, столичные мотористы вновь сняли головку и только теперь опрессовали. В результате СТОшники обнаружили негерметичность рубашки охлаждения, то есть трещины, и теперь уже сам автовладелец корейца привез ее к нам в ремонт. Итак, основная беда при нарушении эксплуатации двигателей данных авто отражается на ГБЦ в проявлении трещин перешейка между выпускными клапанами. Сейчас я вам это покажу. Для этого я рассухариваю головку и извлекаю выпускные клапаны и покажу вам, где проходит трещина. Данную трещину на поверхности головки не видно, она туда не доходит. Она находится внутри, внизу, в самом коллекторе и поднимается снизу к плоскости прилегания, пересекая водяной канал между выпускными клапанами. Этот канал проходит вот в этом месте, где охлаждающая жидкость остужает выпускные седла и коллекторы, омывает форсунку. Сейчас поставлю клапаны по своим местам и пронумерую их. Так как втулки менять не нужно, зазор втулка-клапан находится практически в идеальном состоянии. А теперь я вам покажу все то же самое в коллекторе, где находится тот самый перешеек, который при перегреве лопается в первую очередь. Это вот выпускной коллектор. И вот этот перешеек между двумя выпускными коллекторами при перегреве трескается, точнее даже рвет его. Здесь очень хорошо видно рыжее место. Это та самая трещина, через которую в коллектор попадает охлаждающая жидкость. Смотрим в соседний коллектор. Здесь тоже едва-едва, но видно место излома. Обмоем головку в моечной машине с применением спецхимсредств. Опрыскиваем распылителем химию на головку. Затем возьмем обычную зубную щетку и слегка пройдемся по коллекторам. Это предварительная мойка под опрессовку. Пока стараться сильно не будем. Сперва нужно оценить состояние трещин и возможное наличие иных проблем, которые могут появиться по итогу опрессовки. Возможны варианты, когда разорванную головку не будет иметь смысла восстанавливать, а значит и наши старания пройдут даром. Впоследствии, если клиент даст добро на восстановление, то под сварку нужна будет более тщательная очистка. Смываем остатки химии с головки и отправляем ее на опрессовку. О том, зачем и когда нужно проводить опрессовку, мы как-то рассказывали вам. Ссылки на то видео будут опубликованы в описании, и сейчас она же появится вверху. Кому интересно, переходите по ссылкам и смотрите более подробно об этой операции. Ставим головку в каретку опрессовочного стенда, закрываем все окна водяных каналов резинками, трубу запечатываем резиновым патрубком с заглушкой, ставим подачу с соском. Резинки поджимаем оргстеклом. Подаем давление и головку опускаем в ванну объемом 300 литров. Температура воды 70 градусов. Буквально на минимальном давлении из головки пошли пузырики воздуха. Проблему мы наблюдаем в первом, во втором и в третьем цилиндре. В четвертом пока ничего. Смотрим тот самый коллектор, который мы предварительно смотрели вне опрессовки. Как видим, в той самой бороде, в той самой перемычке идут пузыри. Смотрим во втором цилиндре. Наблюдаем аналогичную ситуацию. Смотрим в первом цилиндре.
Здесь также идут пузыри, но здесь трещина, видимо, совсем минимальна, потому что пузыри едва-едва видны. А здесь мы видим все то же самое, но в более приближенном виде. А здесь мы создали давление, навернули давление практически единицу, и вы видите, какие фонтаны идут при давлении, которое есть рабочее в водяной рубашке. В разных моторах оно бывает чуть меньше или чуть больше, но в среднем будем считать, что давление в рубашке где-то единица. Далее, после капитальной очистки каналов головки и очередной мойки, ГБЦ попадает на стол к давно знакомому нам сварщику Андрею. Подробно о том, как мы производим зачистку сварочных поверхностей, как сварщик Андрей готовит изделия под сварку, мы не раз рассказывали вам в наших видео. Смотрите в этих видео, ссылки оставим в описании под видео. Вот, друзья, пришла в работу голова автомобиля Kia 2,5 литра, конкретно стоит на Sorento. С какой бедой она к нам попала? Между выпускными седлами, горячими седлами, существует вот здесь вот тоннель, перекрытие. И здесь есть трещина не сверху, а трещина внизу, внутри. В общем, этот перешеек, эта тоннелька, она лопнула, ее оторвала внизу. Вот сейчас мы вытягиваем седла, вырезаем. Значит, трещины по первому, второму и третьему цилиндру. Значит, сейчас мы вырезаем, сначала седла удаляем для дальнейшего разделки на станке. Ну, дальше будем показывать, что делаем. Работа, конечно, сложная, работа очень щепетильная. Надо к ней отнестись так более серьезно. Почему? Потому как она подвержена именно отрыву вот этого места. Вот там, вот там. Вот эта шеечка, вот она, вот здесь, вот тут трещинка. А вот у нее, вот видите, это с соседнего клапана. И вот у нее вот здесь, вот здесь, вот тут, вот она, вот тут у нее трещинка. Так же самое здесь вот. Трещинка вот тут. Дует на прессовке очень сильно. И также вот здесь вот трещинка, вот она у нее. Сейчас мы их вырежем седла. Вот у меня есть инструментик, который предназначен для удаления именно этих седел. Вырезать мы их вырезали. А сейчас мы их вынимаем. Значит, предварительно почистим здесь место посадочное, где сидели седла. Уберем тот нагар, который был под седлами. Почистим это дело. Вот мы выдернули седлышки, вытянули. Ну а сейчас мы несем голову на разделку, на разрезку, на выборку лишнего металла.
А дальше будем варить ее. Очень хорошо. Видишь ее? Да. Вот она, вот это она. Ну вот сейчас мы выбрали ее. Ну вот, головочку разрезали, выбрали все беды, даже помыли после этого еще раз. Ну а теперь начинаем уже разделочку. Все лишнее мы вот это пообрубаем, все эти лисюльки, писюльки. В момент сварки они нам будут только мешать. Не надо бояться этой процедуры. Чем чище мы ее уберем, тем проще нам будет ее варить. Вот она, смотри. Вот на первом цилиндре. Вот трещинка появляется. Вот она. Вот она. Сейчас доберемся до второго. Нет, это в третьем цилиндре. Чистим эти предварительно. Этой трещине приходится столько вырезать, но другого выхода нет. По-другому мы ее не сделаем. Вот она трещинка. Это трещина по первому цилиндру. Мне надо будет эту полку максимально сделать тонкой вместе трещины, для того, чтобы был провар.
для того, чтобы получился обратный валик с обратной стороны. Потому как если мы сверху здесь ее заварим, а потом наварим всю толщину и до конца не проварим, то у нас получится абсолютно пустая работа. Надо... Вот это все шейка, это все перемычка между седлами, выпускными седлами. Вот это водяной канал, который проходит вот сюда, вот он наискось проходит, под углом там на градусов на 40-45, вот это вот. А проблема у нас возникла вот здесь, вот в этом месте. Вот видите, как раз рыжее место, это тот кусочек, который был оторван на этом канале. Такая самая беда, точно один в один, была на и втором цилиндре. Вот он. Вот эта зона отрыва. Вот я сейчас уберу указку, уберу кисточку. Вот оно как раз видно, где она ее оторвала. Вот эта верхняя часть, она целая, а вот это нижний кусочек, он треснул. Трещина пошла вниз. Такая самая история и здесь один в один. Вот здесь вот явно видно, видишь, вот оторвано. Вот это была трещина такая. Вот я сейчас все это дело выбрал. Сейчас надо будет все зачистить. Все плоскости прилегающие. И будем подваривать. Вот эта верхняя часть, это цельный металл. А это место трещины, зона трещины. То же самое. Это уже подготовленные поверхности под сварку, и теперь Андрей, собственно, приступает к самой сварке. Ну вот и все. Пока готово. Дальнейшую судьбу ее покажет опрессовка, а сейчас мы ее отправляем в печечку. Температура за бортом плюс 37. Да, и у нас тут
Теперь, чтобы опрессовать головку, собьем сварку с поверхности, иначе резинки не положить на окна водяной рубашки и обжать будет невозможно, и значит опрессовать. Вновь заряжаем в каретку головку и опрессовываем. Как видим, все у нас получилось. Вот теперь нам нужно восстановить тот самый канал, который идет между выпускными коллекторами. Он идет там под небольшим углом. Ставим в канал сверло, канал цилиндра, который мы не варили, и для нас это будет направление. Диаметр отверстия данного канала составляет 5 мм. Мы возьмем сверло немного меньше, диаметром 4,8 мм. Измеряем глубину существующего канала, чтобы был ориентир, насколько глубоко нам нужно сверлить. Отмечаем этот размер на сверле маркером. И приступаем к сверлению. Держим направление сверла одинаково по углам наклона в разные стороны. В конце сверления мы входим в тот канал, который сохранился нетронутым во время сварки. И он остался у отверстия форсунки. Если сверло провалилось, то значит мы все сделали правильно. Так поступаем со всеми заваренными каналами. Продуем их от остатков сверления. И ради интереса я оценю глубину во всех высверленных местах. Теперь восстановим на станке посадочные места под сёдово-клапану. И вновь, вновь опрессовка. Опрессовка отнимает буквально считанные минуты, зато ограничивает нас от возможной лишней работы. Представьте, если бы в просверленном канале была бы пора, или сверлом вышли бы не туда, то есть вновь нужно было бы вскрывать цилиндр и вновь варить. Затем поставили бы сёдово и только потом сделал бы контрольную опрессовку. А мы уже поставили сёдово, нет затраты и по моему личному времени, и по времени токаря, который точил бы эти сёдово, плюс затраты на новые сёдово. В общем, опрессовка всегда после каждой операции более целесообразна, и она производится за какие-то считанные минуты. 15 минут вполне достаточно, чтобы опрессовать данную головку. Опрессовка не выявила проблем, делаем замер нужных сёдел. Мы об этом тоже как-то рассказывали, смотрите ссылку. Токарь Виталий их вытащил. Теперь подбираем требуемые оправки и монтируем новые сёдела. Нагреваем головку, сёдела остужаем и забиваем сёдела. Обязательно проконтролируем посадку в головки запрессованных сёдел, чтобы там не было щели. Теперь убираем лишнюю сварку, которая вылезла в коллектор. Для этого берем наш набор шарошек и дрель.
Все наплывы удалили и продуваем от остатков стружки головку. Далее выполняем весь спектр необходимых работ. Подробно останавливаться, конечно же, на них не стану, но коротко вам покажу. Естественно, что мы сделали контрольную окончательную опрессовку, и она не выявила проблем. Затем нам нужно восстановить фаски на седлах клапанов, на новых их заново нарезать. Обязательно притираем клапаны и смотрим на разряжение. Не показал я разряжение до начала притирки, как-то упустил. Но поверьте, стрелка вакуум-тестера находилась у начала зеленой зоны. А теперь, как мы видим, разряжение идеально. Теперь нам остается сделать всего несколько операций. Одна из них – вывод клапана в зону срабатывания компенсатора. Для этого на клапаны наденем старые бэушные сальники. И будем при помощи рейстуса измерять выдержку. Он должен составлять 3 мм. Ставим, смотрим на величину, отнимаем от нее 3 мм и торцуем клапан. По кругу подторцевать пришлось порядка 1,5 десятых. Выпуск у нас, где новые седла, проконтролируем. Ведь седла мы резали под клапан, чтобы его не нужно было торцевать. Единственное, что мы сделали с этими клапанами, подторцевали ножку на какие-то считанные сотки, чтобы выровнять поверхность торца. И вот настал черед вывода плоскости. Фрезеруем головку и отправляем ее в моечную машину, в которой хорошенько обмываем ее. Приступаем к сборке, расставляем сальники клапанов, ставим по своим притертым местам клапаны, обязательно их ставим на масло. Накидываем пружины, тарелочки с сухариком. И струбцинным рассухаривателем, помогая пальцами, засухариваем головку. Вот такая красота получилась. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Постараемся ответить и без аварийных вам поедем.